Ты хочешь снимать и монтировать видео. Неважно, раскачивать свой личный бренд, либо монтировать на заказ. Возможно, тебя просто от этого прет. И самое последнее, что хотелось бы делать, это покупать новый компьютер, который не факт, что потянет все вот эти вот монтажные программы и спецэффекты. И вот как в мире, где каждый день выходят новые макбуки, новые компьютеры, оперативка стоит просто невероятно много, выбрать то самое железо, на что ориентироваться, чтобы и монтировать было приятно, возможно, поиграть было уместно. В общем, ничего не тормозило. И мы сегодня не будем душнить про гиковские бенчмарки, мы поговорим нормальным человеческим языком. Если ты досмотришь до конца, то поймешь, что тебе нужно покупать. Кто знает, возможно, и айфона в принципе будет достаточно. И давайте сходу закроем главный спор в интернете. Mac или Windows? На самом деле ответ до смешного прост. Если ты всю жизнь сидишь на Windows, оставайся на Windows. И если на Mac, оставайся на Mac. А если тебе просто нужен рабочий инструмент, смотри это видео до конца. Потому что мы будем говорить о вещах, которые сильно важнее, чем просто логотип на задней крышке. Я владею и MacBook'ом, и компом на винде, и мини-компом, и еще одним макбуком. Я могу сказать, что идеальной системы нет. И Mac говно, и винда говно, но и там работать можно. И начнем с самого простого, это с накопителя. И здесь нас волнуют ровно две вещи. Это объем и скорость. И в качестве базы я рекомендую брать минимум 500 гигабайт. Этого хватит, чтобы стартануть, накатить систему, установить все основные программы и закинуть пару текущих проектов гигов до 100. А сегодня это, в принципе, средний размер, будто бы. Давай смотреть правде в глаза. Вообще, памяти никогда не хватает. Даже 2 терабайта, даже 4 терабайта засираются, уж простите меня за прямоту, по щелчку пальцев. Потому, когда закончится место, это лишь вопрос времени, и рано или поздно люди обрастают вот такими вот штуками. Это жесткий диск, а это SSD в кейсе. И все они внешние, как вы можете заметить. Мало кто знает, что на эти самые болванчики можно закидывать не просто исходники, не просто файлы, но и целые плагины и целые программы. Или, например, мои проекты, да, которые можно абсолютно бесплатно скачать в моем телеграм-канале. В закрепленном сообщении есть кнопочка, ее нажимаете и можете скачивать мои ассетики до наработки. Такой вот подгон вам сегодня. Переплачивать ли и покупать версию на 2, 4, 85 терабайт? Вопрос весьма риторический. Я бы брал, наверное, все-таки оптимально 1 терабайт. Все равно придется докупать вот такие вот штуки. Но они стоят точно дешевле, чем внутренний накопитель в MacBook'е. Ну и второй фактор — это скорость, безусловно. Не все диски одинаковые, это весьма логично. Если очень по-человечески говорить, то чем быстрее ваш жесткий диск, тем быстрее прокручивается таймлайн. Не только от этого зависит плейбэк, но так или иначе, вот бегать по таймлайну можно плавнее на более быстром диске. Программа читает файлы отсюда. И благо, сегодня все современные компьютеры оснащены SSD. И в принципе гигабайт в секунду более чем хватит, чтобы монтировать не самые сложные проекты. Более быстрые диски нужны только в том случае, если ты снимаешь ProRes, RAW, 8К, вот это вот вся профессиональная дичь. И в таком случае действительно лучше брать какой-нибудь MacBook Pro, где у жестких дисков скорость доходит до 6000 мегабайт. Это дело такое. Всегда можно докупить, всегда можно вернуть, попросить другой диск, если вам один не подошел. Потому переходим к тяжелой артиллерии. И знакомьтесь, Святая Троица, которая напрямую определяет, будешь ли ты кайфовать от монтажа или будешь плакать, глядя на зависший экран. Это CPU, это GPU и это RAM. И исторически эти 3 компонента, как правило, это отдельные платы. Но в конце 2020 года компания Apple произвела всеми известную революцию, представив собственные чипы, и они взяли все эти 3 компонента, объединили, грубо говоря, в один. Так называемый SOC, система на кристалле. Но чтобы понимать суть фундаментально, давайте расскажу про каждый из этих элементов. Да, ролик для самых маленьких
Зато подробно, зато понятно. Значит, CPU, центральный процессор. Это по сути своей мозг твоего компьютера. Он обрабатывает вообще все. Процессор состоит из ядер. Именно поэтому в магазинах пишут 4 ядра, 8 ядер, 12 ядер. Чем больше ядер, тем больше задач комп может делать одновременно. Также у каждого ядра есть тактовая частота. Грубо говоря, это как раз та самая скорость, с которой ядро решает конкретную задачу. Быстрее задачу решил, быстрее взял следующую. Ровно как в фрилансе. Для монтажа видео нам нужно как можно больше ядер и как можно выше частота. И моя базовая рекомендация — это процессор ядер на 6-8 хотя бы. Если мы не говорим за покупку MacBook, где все решено за нас, там все плюс-минус понятно, то на рынке в обычных это не обычный, но стационарный компьютер, есть в принципе два производителя — AMD и Intel. И это точно такая же война, как у Windows с Apple. Кто-то топит за одно, кто-то топит за другое. Я сижу на Intel, мне нравится. AMD вроде как дешевле в сопоставлении цена-качество. Но факт остается фактом. Нужно как можно больше ядер и как можно больше частоту. Все. Дальше идет RAM, или же ОЗУ, или же оперативная память. Измеряется в гигабайтах, может доходить до 128 и выше, но сегодня за такое царство в 128 гигабайт придется отдать свою квартиру, если она у вас есть. Если нет, придется вырезать почку. И оператива, как бы описать простыми словами, это вот столешница, вот лимит вашего рабочего пространства. Бесконечное множество процессов ты здесь выполнять не будешь. Мы открываем браузер с 20 вкладками, мы открываем Telegram для общения с клиентом, например, мы открываем DaVinci Resolve, в фоне открываем Photoshop, и в какой-то момент оперативка говорит: братан, а ты не опупел ли часом? Надо бы что-то подзакрыть, иначе я задыхаюсь. Короче, чем меньше оперативы, тем тормознутие так или иначе процесс. И для комфортного монтажа по-хорошему нужно иметь 32 гигабайта оперативки, но с некоторыми уточнениями. У меня вообще стоит 16 в моем компе. Здесь тоже 16, на Маке 8. Там все работает хорошо, и здесь все работает отлично. И почему на Маке хватит и 8 гигабайт, чуть-чуть позднее расскажу. Последнее, что нас интересует, хотя я бы сказал, что это приоритет номер 0, это видеокарта. И она делает ровно то, что заявлено в названии. Берет на себя всю сложную графику. Рендер 3D моделей, сложные эффекты переходов и в принципе рендеринг в DaVinci Resolve полностью и целиком производится при помощи карты графической, видеокарты. И у видеокарты есть своя собственная память. У вас оперативки может быть 16, 32, а видеокарта может быть гигов на 8. Поэтому здесь, в принципе, чем новее, чем дороже, тем глобально лучше. И теперь давайте вернемся к революции от компании Apple. Мир достаточно сильно изменился как раз-таки с появлением этой самой системы на кристалле M. M1, M2, M3, M4, M5, M1 Pro и так далее по списку. Если раньше данным между видеокартой, процессором, оперативой нужно было тратить какие-то доли секунды на передачу, в принципе звучит-то и неплохо, но в объемах миллиарда операций это достаточно сильно вызывает задержку, то сегодня по сути своей все эти три чипа — это один элемент, который общается внутри себя и не тратит столько много времени. Короче, процессор M сильно быстрее и сильно эффективнее со всех сторон. Особенно если мы сравниваем в одной ценовой категории. И что самое главное, почему я говорил, что в MacBook хватает и 8 гигабайт. Да, по-хорошему иметь 16, но помимо оперативной памяти, или же Unified Memory, в случае, если эта самая оперативка, будем говорить грубо, заканчивается, MacBook обращается к SSD. А они здесь тоже распаяны на плате. За счет этого скорость работы сильно выше. И в то время как 8 гигов на винде достаточно жестко ограничены, там можно настроить файл подкачки, вот это вот все, но тем не менее это будет работать медленнее, чем те же 8 гигабайт, но в MacBook, особенно в современном. Именно поэтому на старте был большой скандал, как только вышел M1 MacBook, люди жаловались, что их SSD-диски, жесткие диски внутри компьютера очень быстро сгорают. Apple что-то там не накрутил,
подкрутили, не подкрутили, и этот самый своп, память, вот этот вот файл подкачки внутри жесткого диска расходовался молниеносно. Ну, сейчас такого не происходит. Это происходило на старте. Баг, скажем так, его давно уже пофиксили. И чтобы зафиналить, 16 гигабайт объединенной Unified Memory оперативки в MacBook часто бывает даже эффективнее, чем 32 гигабайта на винде. Точно так же MacBook перестали греться, перестали вентилироваться как крыло у самолета. И здесь можно монтировать видео в 4К, сидя в кафе. Но кто монтирует в кафе? Ну и давайте смотреть правде в глаза. В цене MacBook'и не сильно растут. Интересно, конечно, будет посмотреть на новые модели в свете роста цен на вот эту вот всю оперативку и так далее. Но тем не менее, вот за сколько, 5 лет существования M-версий, да, чуть-чуть цена растет. Но знаете, что мы не обсудили? Я всегда топил за то, что вообще нет разницы, какой у вас компьютер. И в качестве эксперимента я DaVinci запускал даже на этом. Если вам интересно, я сниму как-нибудь об этом ролик, просто чтобы вы не подумали, что это реклама этого мини-ПК. Что это вообще? Здесь, по-моему, 4-ядерный процессор, 16 гигабайт оперативной памяти, и в принципе на этом даже можно монтировать. Но как? Дело в том, что вам не нужен вообще никакой компьютер, только если у вас там, не старый какой-нибудь Pentium. Все зависит исключительно от кодека и формата, в котором вы храните и монтируете исходники, да, есть условный ProRes. Это достаточно тяжелые с точки зрения размера файлы, но они достаточно легко ворочаются на вашем компьютере. А если еще ProRes в маленьком разрешении, это все я к тому, что вы абсолютно спокойно можете и на слабеньком железе создавать условные прокси-файлы. Когда программа конвертирует исходники, подменяет их в таймлайне, ну а в момент рендера, да, все исходники поменяются. Возможно, ваш компьютер не будет рендерить это все с невероятной скоростью, но опять же, какая разница, ролик рендерится 3 минуты или 1,5 часа, если за него тебе условно платят копейки. Если ты не знаешь, как упаковать себя, железо — это просто инструмент. Инструмент не делает из тебя профессионала, которому платят много. Потому логичным будет позвать тебя, дружище, на мою авторскую обучающую программу под названием «Путь креатора». Это не просто курс о том, куда нажимать в монтажке. Мы не столько учимся монтажу, сколько целиком производственному циклу. Анализируем конкурентов, смотрим, что снимают другие, придумываем идеи для роликов на основе нашего анализа, пишем сценарии, подбираем оборудование, выставляем освещение, снимаем это все. Далее как раз таки монтируем, разбираемся, как монтировать себе и как монтировать клиентов. Ну и после чего, конечно, упаковка, публикация и аналитика непосредственно на YouTube. И если вам кажется, что будучи монтажером вы сможете заработать много, я вас уверяю, что будучи режиссером монтажа, вы заработаете больше. Более того, если вдруг вы захотите выстраивать свою карьеру все-таки и завести свой видеоблог, нет сил придумывать идеи, анализировать конкурентов, так забирайте универсальную стратегию для развития YouTube-каналов сегодня. Я могу бесконечно об этом рассказывать. Лучше всего будет, если вы перейдете по ссылочке в описании, да посмотрите информацию подробно и присоединитесь. Ну и теперь, когда вы понимаете, зачем вам нужен компьютер и какой он должен быть в идеале, давайте поговорим и про бюджет. Если ваш бюджет до $1000, в таком случае забудьте про магазины с новой техникой. Ваш лучший друг — это вторичный рынок, Авито, OLX, в общем, каждый разберется, где купить барахло. Если мы говорим за PC, то это компьютеры, скорее всего, на базе Intel i5, i7, зависит от поколения, либо Ryzen 7, либо 9. По-хорошему постараться найти 32 гигабайта оперативной памяти, но если прям вообще никуда никак, 16 в принципе достаточно. На старте уж тем более. Ну и видеокарта, безусловно, это Nvidia RTX 2060, 3060, что-то в этом духе. Желательно от 6, лучше 8 гигабайт. И это будет, в принципе, отличная рабочая лошадка. Если мы говорим за MacBook'и, берите любой. Так, пока я монтировал это видео, Apple представили MacBook Neo. Его для монтажа брать не надо. Это не топ с iPhone
айфоновским процессором, который абсолютно не годен для монтажа. По крайней мере, сейчас не ясно, готовы ли эти решения для профессионалов. Ясно, что не готовы. Может быть, iMovie там в действительности можно будет запустить, либо какой-нибудь CapCut мобильный, но DaVinci я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь. Не на Intel и желательно с памятью от 500 гигабайт. Вот такое вот на 250 брать не нужно, памяти действительно маловато. Если вдруг очень хочется, то, конечно же, можно. Ну, главное, раскошелиться еще на 100 гигабайт внешнего накопителя. Каких 100 гигабайт? И в принципе, даже вот этого вот мне хватает для профессионального монтажа. Сколько он сегодня будет стоить? $300, наверное. Если у вас бюджет от 1500 до $2000, тут же давайте пообщаемся чуть более детально. Для фанатов Mac, безусловно, прошечка 14 дюймов вылетает просто невероятно. M2 Pro, M3 Pro, в принципе M4 Pro, если удается найти, отлично. По объединенной памяти по-хорошему 16, либо даже 18 гигов. Ну, SSD всегда от 500 гигов. Ну, лучше уже, наверное, искать терабайт. Особенно, если мы говорим за БУ рынок. В принципе, я думаю, если постараться, можно найти. Ну, если мы говорим за ПК, то единственное, что это оперативы по-хорошему побольше. Ну, и карточка может быть поновее. 2070, 3070, 4070. Да, чего уж греха таить, 5070. Ну, только если вы в бюджет вкладываете. Ну, а если вы олигарх, во-первых, зачем вы смотрите это видео? Идите покупайте самый дорогой. Если бюджет выше 2,5, там, условно, $1000, ребята, будем богатым. Ноутбук или ПК? Вопрос, который тревожит большинство, и я скажу так. Я бы брал персональный компьютер. Да простят меня фанаты Apple. Особенно то, куда сегодня катится macOS, это просто дичь. Я вот откатился со стекла, потому что монтировать, по крайней мере, на этом стекле macOS новый было просто невозможно.